Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы продолжаем видеосерию о пересадке, омоложении взрослых кустов антуриума. Сегодняшний наш представитель – это антуриум мистик. Со слов хозяйки, растение было приобретено ей совсем недавно. После покупки сразу же пересажено вот в этот горшочек. Пересажено методом перевалки, то есть сохранением земляного кома. Свободное пространство она засыпала грунтом второго состава. Посмотрим, что из этого вышло. Обратим внимание на листовые пластины нашего растения. Обратная сторона. Обратите внимание, пятна в виде темных точек, сухой кончик листа. Все это говорит о том, что, видимо, поливу уделялось не так много времени. Грунт в растении то пересушивался, то обильно поливался. В результате и появления этих пятен. Также прослеживается нехватка питания. Но это старый лист, а давайте обратим внимание на молодые листочки. Здесь у нас один лист, второй. Листы, как вы видите, деформированные. Кончики рваные. Здесь лист у нас рваный. Дырки на листьях. Это тоже говорит о том, что растению не хватало питания, не хватает влажности. В частности, я так предполагаю, что не хватает кальция. А как мы знаем, кальций он участвует в азотном обмене. И еще одна немаловажная вещь, что недостаток кальция дает то, что растение не может усвоить такой важный микроэлемент, как железо. А железо – это и есть красота нашего растения, блеск листьев. Обратите внимание на цветочки. Цветочки тоже мельчают, они также деформированы. Нехватка питания, нехватка влажности. В целом я считаю, что растение выглядит неплохо, и оно в принципе перспективное. Я бы его не пересаживала, я бы проверяла кальциевые подкормки, а затем внесла бы под корень и по листу полный комплекс микроудобрений. И через полив подкормила бы его макроудобрениями в равных пропорциях питательных элементов. Через месяц вы бы просто не узнали это растение. Но хозяйка, видите, желает его обязательно разделить. Ну, что мы с вами сделаем сейчас? Давайте рассмотрим это растение поближе. Что у нас здесь имеется? Здесь 3 самостоятельных растения. Вот третий кустик. 3 самостоятельных растения, каждый со своей корневой системой. Растения взрослые, хорошо развитые. Предполагаю, что особых проблем с разделением этого куста у нас с вами не возникнет. Поэтому сейчас мы аккуратно извлечем растение из горшка и освободим корни от грунта. Растение легко извлекается. Напомню, что со слов хозяйки она его уже пересадила до нашего с вами вмешательства. И свободное пространство она засыпала грунтом. Вот тот грунт, который она использовала, как видите, он очень быстренько осыпался у нас. Так, что у нас здесь мы имеем? Вот очень хорошо развитая корневая система. Корни растения зеленого цвета. Скорее всего, это говорит о том, что растение росло в полупрозрачном горшке. Какой грунт использовался изначально при посадке, сейчас сказать будет, наверное, проблематично. Здесь уже в основном один перегной. Вот, как вы видите, кусочки перлита. Это, скорее всего, сфагнум, уже полуразложившийся. Вот, ну, в принципе, корневая система у растения неплохая. Вот здесь хорошо видно зеленые корни. Сейчас очистим корни от грунта и приступим к разделению. Я убрала лишний грунт с корней.
Сейчас, я так думаю, будет легко отделить вот эти детки. Смотрим, с какой бы стороны нам лучше подойти к этому делу. Наверное, вот начнем с этого. О, он сам прям обломился. Здесь корешок от соседнего. Опа. От соседнего кустика, поэтому его убираем. Первый. Вот какая корневая система. Вот какое растение. Откладываем в сторонку. Следующий. Здесь смотрите, как вам удобно. Можно либо обломать, либо обрезать. Вот. Ну, я так думаю, что мне удастся, опа, и так разделить без надрезов. Здесь, конечно, они еще подзапутаны. Так, вот. Еще одно растение. Какое маленькое, симпатичненькое какое. Вот какие у него корни. Посмотрите. И материнское растение, как я думаю. Здесь почистить надо будет. Я так думаю, что здесь молодой росточек. Вот, пожалуйста, вот он. Здесь опять же скоро будет молоденький. Опять вот. Ну, это богатая такая детка получится. Вот, скоро у него его тоже придется разделять. Итак, сейчас мы обрежем лишние корни. Лишние, то есть длинные, подгнившие вот участки корней. И оставим только молодые, здоровые. Как мы уже говорили ранее, что с такой длинной корневой системой растения в грунт, в горшок сажать не стоит. Во-первых, при посадке эти корни могут обломиться, надломиться, возникнут какие-либо микротрещинки, которые в дальнейшем могут привести к загниванию корневой системы, и все это обратится на листовых пластинах. Совсем скоро выйдет пост на форуме, в котором как раз будут представлены фотографии корневой системы. Это мы специально посадили растения вот с такими длинными корнями в горшок, и через 2 дня мы его вытащили. Прошло 2 дня, а заломы на корнях, микротрещинки, все они стали очень хорошо видны. То есть, если бы в дальнейшем мы оставили это растение в грунте, ну, так думаю, что проблем бы нам не избежать. Итак, сейчас мы обрежем, как я сказала, лишние корни, обработаем, и все, что у нас получилось, вам покажем. Растения мы обработали, то есть обрезали подгнившие участки корней и длинные ненужные нам корни. Вот что у нас получилось с корневой системой одного растишки. Мы считаем, что этого вполне будет достаточно. Со временем получится неплохой пышный кустик. Как вы видите, здесь у нас идут росточки. Далее вот еще один. И здесь совсем маленький. Так, следующее. Это вот, как я говорила, маленький, симпатичненький. Такая корневая система у него осталась. Это воздушный корешок, тоже воздушный, как мы думаем. И здесь вот обломился воздушный корень. Тоже со временем получится неплохое, симпатичненькое растение. И, как мы считаем, это материнский куст. Корневая система, которую мы оставили ему. Неплохие вот корни, видите. Это тоже такой жирненький молодой корешок. Здесь опять же молодой корешок. И опять же росточки идут. Вот один, второй. На этой стороне. Еще вот, ой, здесь как много. При посадке мы планируем углубить это растение вот примерно вот так. И здесь, как вы видите, как бы вам так показать, чтобы не обломать. Вот он идет. Маленький боковой
ночлег. Со временем, когда мы его вот так углубим в грунт, он даст свои корни. И при желании хозяйка сможет его спокойно отделить. Получится самостоятельное растение с хорошей корневой системой. Итак, мы сейчас растения посадим и в дальнейшем покажем, какие же красивые кустики у нас получилось. При посадке мы будем использовать грунт второго состава. Ссылочку на него мы оставим в описании к видео. Анториум мистик мы разделили, пересадили. Это у нас одно растение получилось. Красивое, пышненькое. Следом, как я говорила, симпатичный маленький кустик. Тоже отлично смотрится. Здесь еще цветочек у нас молоденький. И, как мы считаем, материнское растение. Как мы и обещали, мы углубили растение. То есть со временем хозяйка вот этот кустик сможет отделить при желании. Либо оставить большое растение пушистое, просто пересадить в горшок большего размера. Растения пересажены, обработаны стимулятором HB101, опрысканы листовые пластины. Все прошло успешно. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого-самого доброго. И в следующей видеосерии будет сниматься Анториум Амалия элеганс. До новых встреч!